дорогие друзья. Бритье. Приношу свои извинения за долгое отсутствие, был в командировке и за долгие месяцы впервые изменил вам всем, брился без камеры. Брился Merkur 37 Slant и лезвием была американская персона. На удивление, комфорта и удовольствия не доставило. Комфорт был где-то на уровне троечки. Раздражение вот здесь вот получил. С чем это связано, пока не разобрался. Но тем не менее удовольствия это не доставило. Так что, если бы и был какой-то опыт для нас всех, то только отрицательный. Так получился только для меня. Но с другой стороны, положительный тоже. Теперь я знаю, что это не мой вариант. Что же касается розыгрыша, вы его уже наверняка видели. И хочу напомнить еще об одном, вернее о двух вещах. Первое, подписка на Севино мыло Soap Smooth. Ребята, таблица провисит до Нового года. После Нового года она закроется, оплата приниматься не будет, линейка выпускаться это тоже больше не будет. Естественно, уговаривать никто никого не будет, не собирается. Я посмотрел, там примерно половина еще не оплатила. Ребята, принимайте решение, оно должно быть вашим. Или вы в деле, или нет. Суть всего этого получить не только эксклюзивную линейку косметики для бритья, но еще и в колхозе. Доставка будет намного дешевле, чем заказывать самолично. Поэтому взвесьте все за и против и примите решение, но до Нового года. После Нового года бесполезно, ребят. Этого больше не будет. И второе. Опасная бритва РФ по-прежнему предлагает нашему каналу скидку 10% при условии, что вы ведете соответствующие слова, вернее одно слово HomeLike, не скопируете, вставите, а впечатаете. Эта скидка будет работать. Ну вот, пожалуй, все, что касается сегодняшнего бритья. У нас заключительный автошейф от опасной бритвы РФ. Это розовая водичка, которая у нас еще не была, но которая уже участвовала в розыгрыше. И мыло. Несмотря на то, что мыло от Soap Smooth, Севино мыло, Barbershop, Tallow Shaving Soap, жировое мыло, тем не менее, это мыло нам представила компания Gift & Care, за что Мамену, конечно же, огромное спасибо. Что касается помазка, помазком будет мой Woolfix, который я взял много лет назад в Англии, у Nanny Soap. А что касается станка, по станку, ребята, очень сильно подмывало побриться 41-й головой с физером, потому что уже не один, и не два, и не три человека написали об этом: Вадим, попробуй, не пожалеешь. Но прежде чем рюхнуться с головой в этот экстрим, погрузиться во всю эту нирвану, я бы все-таки хотел поставить точку в нашей многонедельной или даже многомесячной эпопее, когда мы раскладывали многие станки, и даже не совсем дешевые-то из них, я бы сказал, даже ни хрена не дешевые, и хотелось бы поставить точку, потому что за это время уже была куча вопросов. Вадим, ты перепробовал столько станков, что с прогрессом? Ты его забыл, ты его похерил, все, крест на нем. Нет, ребят, не крест. Благодаря Александру, моему подписчику и моему земляку, который тоже живет в городе Омске, нам удалось с вами попробовать, еще будем пробовать вот это вот все великолепие, многообразие. Что касается химии, ее еще осталась целая коробка, а вот станки закончились. И из тех станков, что мы попробовали, лично для себя я выделил 3. Первый, и вы все его уже знаете, это, конечно же, Прогресс, Merkur Прогресс. Он не потерял для меня свою актуальность, и он до сих пор в обойме. Второй, Rockwell 6S. Из того, что Александр нам дал на попробовать, он не мог не покорить, он просто, знаете, как нож в теплое масло так тырц вошел и остался у меня в душе и в груди, и как-то зацепил прям очень. Те два станка, которые я перечислил до сих пор, они регулируемые. Если первый с крутилкой, второй с плитами, и третий, но нерегулируемый. Это Icon со своей закрытой плитой. Блин, ребят, ну реально классно. Реально хорошо. Да, он нерегулируемый, но тем не менее побриться на нем было за счастье. Вот эти 3 станка и остались для меня как-то, вот знаете, вот выделенными. Чтобы еще раз расставить все точки над «и» и наконец понять, кто уже в конце концов в приоритете, лично у меня, это не значит, что у каждого из вас тоже. Я хотел бы сейчас эти все 3 станка прогнать, и потом уже после этого, конечно же, 41-я голова на физере. Но начнем мы все-таки с Progress Long, если вы не против. Приступим. Чтобы не было каких-то экивоков и, скажем так, разночтений, недоразумений, я думаю, что во всех этих испытаниях будет принимать одно и то же лезвие. Это физер.
Для меня он на сегодняшний день эталон стабильности. Эталон стабильности и, ну, скажем так, качества, что ли. Потому что, ну, до сих пор я не сталкивался, чтобы на эти лезвия делали фейк. До сих пор я не сталкивался, что эти лезвия по качеству стали менее стабильны, чем, допустим, год назад или 2 года назад. Ну и, конечно же, они острые. Поэтому вставляем это лезвие и переходим к пене. Парни, у кого есть уже станок, не забывайте совмещать риску на верхней плите с треугольником на нижней плите. Что касается отметки, давайте, наверное, начнем с 4. Вот на 4 поставим, а там уже посмотрим, куда кривая выведет. Отлично. Все, 4. Ну что ж, самое время сбить пену. А мылом у нас, как я уже сегодня и говорил, Barber Shop от Soap Smooth, который нам предоставил Мамо, Gift & Care. Давайте, кстати, по пене. Я бы хотел ее более подробно сегодня представить, раз уж у нас такого обзора нет. Просто еще раз покажу ребятам, которые много раз спрашивали, как ты сбиваешь пену, но более подробно. Пошли на крупный план. Салфетка замочена, помазок уже стоит, отмокает. Прежде чем приступим к основным действиям, можно налить маленечко чуть-чуть водички. Да, запах такой бритвенный. Выливаем обратно на ладошку и наносим в качестве пришейва. Пускай он там себе пока работает, а пока он работает, мы с вами займемся нашей пеной. Помазок отжимаю, видите, воды совсем нет, выливаю всю воду. Здесь у нас тоже практически ничего нет, поэтому мы его сейчас с вами загрузим именно так, на сухую. Пена пошла достаточно бодренько. Ну, в принципе, с мылом от Сева это не удивительно. У него с этим никогда проблем не было. Загружать будем до тех пор, пока не почувствуем густоту. Это будет означать, что всю влагу мы выработали, и у нас уже будет густая консистенция. Чтобы обратно вот это не загружать, давайте это уберем просто в чашечку. Пускай будет там. До каких пор это делать? Тут единого совета нет. Наверное, это будет зависеть от вашей чуйки. Потому что каждый будет делать своим полоском, каждый будет делать своим мылом. Единственный критерий: залипает, не залипает. Вот видите, так вот касаетесь и оттягиваете, и чувствуете, что помазок с трудом отрывается. Значит все, значит залипает, значит уже пора. У меня уже где-то рядышком. Опа, опа, да, все, залипает. Поэтому я вот все, что мы с вами тут намолотили, аккуратненько вот так соберу. Это мы сполоснем, уберем, пускай сохнет. А теперь уже переходим с вами в чашу. Но не забывайте, там у нас воды нет. И здесь уже в сухой чаше начинаем забивать. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы выработать излишки влаги и сделать более мощный концентрат, чтобы пена перешла в качестве на другой уровень. В такой, знаете, как супер-пупер концентрат. Вот видите, она стала увеличиться в объеме, но не кардинально. Это те же самые сливки безе, к которым мы все время приходим, но они в более густом состоянии. И сейчас, для того, чтобы их перевести в другое состояние, в тот объем и в то количество, которое нам необходимо, потихонечку, помаленечку просто добавляем воды.
Вот на мой взгляд, мы всю влагу выработали и мыло сконцентрировали. Просто возьмите вот так вот чуть-чуть, видите? Добавьте и снова взбиваем. К чему это приведет? К разжижению, и вы этот концентрат увеличите в объеме. Пена у вас должна потихонечку начать переть. Но это все будет все по-прежнему тот же самый концентрат. Видите, ее стало больше, но она все такая же сухая, все такая же концентрированная. Добавляем еще воды. Вот так, это обнаглел, маленечко перебрал. Не старайтесь лить много, как вот у меня сейчас случайно вышло, потому что это приведет к тому, что вам придется больше работать по мазкам. Если вдруг переберете, если вам повезет и вы не переберете с водой, не переборщите, значит все в порядке. Вот у меня такое предчувствие, что мы не переборщили, что мы в точку попали. Ну, как бы, ребят. Уже хорошо, уже нормально. На этом фоне я думаю, что мы сейчас еще чуть-чуть водички добавим, чтобы уже довести до логического завершения. Немного, вот так. Да, вот она. Она стала более пластичной, она стала более такой динамичной, не такой закаменелой, как она была перед этим. Она из глинистого такого образования перешла в что-то такое, знаете, киселе, глина, тягучая, стабильная. Вот смотрите. Вот. Усы, объем, цвет. Все как доктор прописал. Ну и конечно же стоит. Если посмотреть на саму фактуру, выглядит примерно вот так. Понятно, что это хватит не только на одно бритье. Все, ребят, пошли наверх, продолжим уже со станком. Так. Компресс прошел. Посмотрим, что у нас получилось. Укрывистость хорошая. Запах нейтрально-праздничный. То есть вот он не какой-то супер-пупер концентрированный, а вот прям в точку. Он есть, но он обозначает свое присутствие, но он не доминирует, он не забивает все вокруг себя. Знаете, мне показалось вначале, что пена жидковата, но сейчас я так не думаю. Да, точно не думаю. Вот смотрите, болтается. Ну что ж, с Богом. Посмотрим, что у нас получится. Идет как по маслу. Знаете, даже никакого желания на троечку перейти. Вот на четверке все достаточно хорошо. Тот пришив, который мы сделали из того же мыла, он уже успел подготовить кожу. Физер на 4-й позиции в прогресс лонге. Ну, ребят, ну неплохо. Снял неплохо. Так, чуть-чуть намочу лицо. Нет, все-таки жидковатую я ее маленько сделал, конечно. Последний раз воды не надо было добавлять. Но тем не менее.
Судя по звуку, лезвие несколько агрессивно должно работать, но нет, этого нет. Благодаря мылу идет как по маслу, а благодаря правильному станку позволяет во все проблематичные места легко, доступно, удобно. Парни, да я уже побрился. Все. В обычном режиме, если знаю точно, что сейчас вот с любимой там, ну не буду целоваться, там еще что-то, вот этого умудрился. Вот этого хватило бы более чем. Но я, как и многие из вас, люблю выскабливаться и доводить все до слоновой кости, до совершенства, поэтому не откажу себе в удовольствии еще раз пройти на последний, на третий раз, но, пожалуй, с четверочки опущусь на тройку. Даже моя неуемная тяга к влаге, вот то, что я последний раз воды переборщил, пену сделал не такой густой, как я планировал, но тем не менее бритье проходит на ура. Никаких залипов, никаких задиров. И все просто beautiful. Так, уходим на тройку. Я часто делаю так, когда по общей зоне собираю, и на последнем, не на последнем, а вот уже после того, как здесь прошел, и уже чувствую подходить к носу, я вот эту вот сторону, которая шел здесь, переворачиваю, потому что если я этого не сделаю, пена попадает в ноздри, сами понимаете. Поэтому переворачиваю, уже свежей стороной прохожу область под крыльями носа. Да, да. На подбривку, ну, практически, вот чтобы быть совсем честным, можно сделать вот так. Это единственное, что здесь осталось. И то это уже, знаете, что прям вообще. Это мои самые-самые такие проблемные места. Все. И что же у нас осталось? Убираем все с помазка. Так, а зачем мы с помазка-то все убираем? Хотя, ну, тут все не вместится еще. Видите? Еще остается. То есть с пеной тут как бы все в порядке. И подтверждение моих слов. Смотрите. Видите? Нет, усы все в порядке, все нормально, но, блин, почему мне кажется, что она жидковатая, я ее сделал? Все-таки бы я бы ее загустил. Зря я последний раз воду добавил, но тем не менее. Вот это печальное недоразумение, это моя спешка. К лезвию это вообще никакого отношения не имеет. Я еще сам для себя не понял одни вещи, но вот сейчас пока автошейв, то все устаканится. И в заключительном слове я все-таки скажу. Вот. Дайте 6 секунд, я вернусь. Фух, beautiful. Просто beautiful. Да, конечно, на полотенце маленечко попало. Но тем не менее, я думаю, что во все нормальные мыла производителя добавляют что-то такое, что если, не дай бог, вы, допустим, где-то порезались во время бритья, оно все-таки локализует и успокаивает кровотечение, и, конечно же, кожу тоже. Ну, кожа это самой, потому что там и масла, и то все, но вот то, что кровь сворачивается, успокаивается, вот это вот как бы да, я уже замечал и не один раз. Я думаю, что и вы это тоже замечали. Так, ну что ж, настал черед автошейва DR Harris Pink Aftershave.
Дозатор, как и у всех, собственно, автошеев от DR Harris, пластмассовая такая пробочка с маленьким отверстием. Отверстие, я думаю, строго высчитано и регламентировано, потому что, смотрите, вот я прокинул, не льется. Для того, чтобы полилось, вам нужно тыркнуть. И понятно, что вы можете регулировать. Сколько раз тыркните, столько вам и будет. Запах интересный такой. Алкогольный. Алкогольный, но легко, 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 легко. Знаете, как крылом бабочки. Так. Прям вот как перышко. Вот вы идете по улице, там два пернатых что-то не поделили, и вот так вот перышко, так тын-тын-тын, оно вас почувствовало, рядом пролетает, и только от вашего присутствия оно только коснулось и отлетело. Вот такое количество алкоголя вот в этом автошеве. Намек на розу есть. Намек на розу есть, далекий-далекий. Но он явственно чувствуется, не доминирует, он просто сам по себе. Он всепоглощающий в том плане, что кроме него я там не чувствую ничего. Это запах спелой розы. Не той розы, которую мы покупаем с вами в киоске, приходя и платя там по 100, по 120, по 150 рублей за цветочек, а какой-то необыкновенный. Знаете, на что больше похоже? Наверное, все-таки на запах розового варенья. Не знаю, кто-то вот в последнее время с этим сталкивался или нет. Раньше его было полным-полно, с юга к нам много этого варенья приходило. Сейчас, к сожалению, это редкость. У нас можно купить, наверное, только в метро. Очень его люблю. И вот здесь оно есть. Такое ощущение, что сейчас взял ложку, так тырц, и вот это вот лепесток розы на зубах у вас, так знаете, и все, я твой, возьми меня. Вот что-то вот такое вот прям. Интересная, зачетная штука. Тот, кто его выиграл, я бы хотел, чтобы он тоже в комментариях написал, насколько наши впечатления совпадают или не совпадают. Но на мой взгляд, этот автошейв для тех, кто не любит сильно алкогольные вещи, обжигать он не будет, он просто обозначит свое присутствие. И, пожалуй, что для тех, кто любит использовать свою туалетную воду. Я не думаю, что этот запах продержится с вами более получаса. Скорее всего, он не только в вашей интимной зоне, то есть та, которая до метра, он скорее всего, супер интимный, а возможно даже в экстра интимной. Тут, ну, довольно сантиметров 20 вы его почувствуете, наверное, дальше уже нет. Дальше нет. До метра, до полуметра он не дотянет. Нет. Но запах интересный. Это не какая-то цветочная баталия, что, знаете, какофония, вот запах цветов, тырц, нате вам на лопате. Нет. Это тонко выверенный букет. И кроме розы здесь ничего нет. Да и глупо было бы ожидать в розовой воде что-то кроме розы. Это хорошая роза. Ребята, он высох. Высох и все. И на лице у меня ничего нет. Помните вот эти порезы, которые тут был? Один, по-моему, или два. Мыло и автошейв сделали свое дело. Я уже приготовил карандашик, который, кстати, все-таки тогда в магазине окрестили бабским. Нифига он не бабский, ребят. Да, там сказали, что якобы какие-то запахи есть. И включение не чувствуется вообще, по крайней мере, на мой нос, на мое обаяние, вообще ничего. Дальше поехали. Мыло. Мыло удивило. Мыло удивило тем, что отдало больше, чем я просил от него. Ну, скорее всего, это, знаете, первое знакомство. То есть вот оно меня не знает, я его не знаю. Там, ну и знаете, как бы иногда бывает, что вот ты знаешь норму, допустим, вот, ну, пузырь на двоих, хорошо. В данном случае у нас получилось по литру на двоих. То есть я перебрал явно, хватило бы и пол-литра. То есть, тут слишком много, я даже споласкивал, видите, вот тут столько набузовал всего, вот она, эта пена еще есть, его надо будет еще раз полоснуть, чтобы здесь после того, как она сядет, ничего не было. Нужно это было сделать как минимум в 2 раза меньше, это во-первых, во-вторых, ну, конечно же, я с водой был неправ. В последний раз вот те 5 капель воды, которые я пустил, они были совершенно ни к чему, они были лишние. Несмотря на все мои вот эти вот ухищрения, мыло все-таки
справилась со своей работой, ни разу не подарила мне какую-то степень, знаете, дискомфорта или такого, что, знаешь, вот, ну, блин, ну что ты за мужик, ну тебе сказали делай так, зачем ты так сделал, я не буду брить, все, отвали от меня, давай по-другому все. Нет, этого не было. То есть даже вот на лишнюю воду и на то, что я слишком много там всего сделал, оно все равно продолжало давать нормальную смазку, и все равно у меня станок побрил так, как нужно. По факту получается, что вот то, которое бритье получил сейчас я, и с тем бритьем, которое было в командировке на 37-м сланте, ну, там мыло было разорак, хорошее мыло. К мылу претензий вообще никаких. Я до сих пор сам себе не могу объяснить. И пришеев тоже из этого же мыла наносил. Ну, салфетки не было. Может быть, за эти годы я себя разбаловал, что из-за того, что не было салфетки, вот так было. Но, тем не менее, это было не камильфо. Может быть, это пара. Слан 37 и израильская персона. Это для меня не сработало. Но в любом случае, хочу сказать, что вот по мылу пенообразование 5. Скольжение для станка 5, укрывистость на лице, ребят, 5, стойкость пены, но вы сами видели ту пену, когда уже в конце уже и на помазок не влазила, и вот и все, и куда с добром, хоть сейчас иди на толкучку продавай, то есть с этим все в порядке. Запах, вот запах именно барбершапа. Барбершапа, когда ты заходишь, и там не какой-то один запах доминирует, а там какофония запахов, потому что там сидит не один седовласый дяденька, а их там несколько, и каждый пользуется своим. У этого такое мыло, у этого такое мыло. Так не забываем еще, что там у кого-то там и парфюм разный, и все это вот так вот замешивается. И когда вы приходите в это заведение, садитесь в кожаное кресло в ожидании своей очереди и просто смотрите вот на то колдовство, которое происходит, как там из, скажем так, слегка поношенных, поезженных мужиков на выходе выплевывают блестящие конфетки, и когда человек при вас прям преображается, садится что-то унылое, небритое, вот такое, ну, потасканное, скажем так. Ну, устал человек, вот устал и пришел побриться, а из кресла выбирается уже со сверкающими глазами, такой, ну, подтянутый, бодрый, там грудь уже распрямляется. Это перерождение, все сопутствует вот эти вот запахи. И вот этот продукт этот запах подтверждает. Зайдете в разные барбершапы, будут разные запахи. Я не хочу сказать, что во всех пахнет одинаково, но одна какая-то составляющая, доминирующая нота там есть. Она как стержень. Это мужское присутственное место. Здесь женщинам места нет. Здесь это есть. Вот Севи, вот я не знаю, как он подобрал этот запах, но он сумел, молодец, красавчик. Что касается связки, Прогресс и Физер. Ребят, сколько раз меня спрашивали, что взять новичков, с чего начать. Каждый раз меня удерживало от того, чтобы посоветовать этот станок только одно. Новичок по незнанию может начать играться вот этими вот всякими штуками и, возможно, себе как-то навредить. Я так думал. Месяц, два, три, там, 5 назад. Но сейчас я, пожалуй, готов изменить свою точку зрения. Объясню почему. Даже если человек что-то здесь накрутит, а что он может накрутить? От 0 до 5, да господи боже мой, ну крути, что ты сделаешь? На нуле ты не побреешься, это у тебя будет тот же самый вейший, ну и что-то там поскребешь, ну и успокоишься, рано или поздно добавишь. Разумный человек так, как правило, и делает. Он не с максимума начинает, он начинает с минимума, а потом потихонечку добавляет, пока не найдет свой фэн-шуй. После того, как он освоится, да, он сразу может на 3 или на 4 поставить, но начнет он всегда с малого. Так, собственно, я поступил в свое время. Я еще брился-то так, без году недели, R89 у меня была и все. Но на этом я начинал со станка, с двоечки. И тут я, пожалуй, и поприсох. На этой двоечке я продержался, наверное, больше года. И Rapira Platinum Lux и двойка для меня был предел совершенства, была какая-то необъятная вселенная, в которую я попал, и выходить из нее не хотел. До тех пор, пока не начал узнавать весь другой мир. Оказывается, это еще не вся вселенная. Это только так, прихожая, в которой ты не только что зашел, ноги вытер, ты даже еще не зашел, ты за ручку вот так взялся и глазком туда одним и ждешь. В глаз тебе тыкнут или скажут: друг дорогой, да, заходи, мы тебя ждали. Так вот, с этим станком на второй позиции я вот и смотрел в эту вот щелочку в двери, пока все-таки вот на полноги сейчас туда не зашел. И когда я зашел, я охренел. Много всего, ребят. Очень всего много. И столько всего интересного.
И все, что я узнал вот за все это время, позволяет мне сказать: ребят, советовать я ничего никому не буду. Вы простите меня, пожалуйста, но по поводу станков, по поводу мыл я могу дать только информацию, но советовать точно не смогу, потому что я теперь точно знаю, что каждому свое. Очень много людей, все они разные, и они с разными потребностями, поэтому вот это очень большой, очень хороший инструмент большой буквы. С нормальной головой, с прямыми руками он вам сослужит такую службу, да что вы и забудете-то про все остальное. Ну а коли руки кривые или рожа крива, что на зеркало пенять? Ну, дай дураку стеклянный станок, он и его сломает. Поэтому, как-то знаете, вот все-таки вот в добрых руках это вещь. Это вещь. Возьмете, не пожалеете. Целенаправленно советовать, побросайте все остальное нахрен, а вот берите только это не буду, потому что есть куча других станков. Есть люди, которые кардинально настроены только на мягкое бритье, потому что у них кожа такая, щетина такая, что им средняя и высокая агрессивность, ну как бы нафиг не нужны. А есть наоборот, те люди, которые с 41-го станка начинают, со 41-й головы, им вот это все вообще никуда не брякало. Поэтому решайте сами, думайте сами. Но если надумаете, это тот инструмент, о котором вы не будете жалеть. Ну, Wulfix, нанесили соуп. Ребят, ну, совсем недавно мне задали вопрос: Вадим, я думаю приобрести на этот Wulfix 404, Зенит, и там еще какую-то фибру такую хорошую, по-моему, от Мюлле. Ребят, нельзя сравнивать эти вещи. Это все равно, что поставить три разных хороших, но разных автомобиля и спросить, а какой из них брать? Да блин, да какой бы ты из них ни взял, они все хорошие, и ты будешь рад, но они разные. Если один, допустим, много везет, а другой, наоборот, он шустрый, а третий он проходимый, вот какой взять? Wulfix – это нечто среднее бюджетное, это помесь кабана и барсука. Он и разомнет, и пену накопит, и, собственно, одарит слегка массажем, слегка. А Зенит тот же самый, это кабан-драчун. Мало того, что он вам пены вагон сделает, так он вообще так вот все разомнет, вот так вот все вымнет, промассажирует, об коленку вот так вот выгнет, косточки все стряханет, на место поставит, потому что он сам по себе такой. Это крепко сбитый такой, прям вот такой вот, как все. Вот это самый мощный, самый набитый помазок из всех, которые я пробовал до сих пор. Вот это Зенит. А что касается Мюлле, фибры, ребят, ну это ласка, но с твердым характером. У нее есть стержень, у нее есть хребет, который она не показывает, не выпячивает, но когда идет до дела, вы его сразу почувствуете, вы не сможете его не почувствовать. Это все три разных. Что брать, парни, решайте вы сами. В любом случае, какой бы из этих трех не взяли, не пожалеете. Блин, парни, я давно вас не видел, извините, понесло. На этом разрешите с вами попрощаться. Все, я вернулся, сейчас все станет как более-менее регулярно. Ну и в конце, душистый запашистый, берегите себя, берегите своих близких, дай ему Бог здоровья, пускай вас всегда все будет хорошо. Ну а коли случится что интересное, когда и вдруг оказия какая-то выпадет, чем-то прибарахлиться, ребят, знаете, что хорошие вещи есть. Есть и в принципе не так уж далеко они от нас лежат. Все это в более-менее нормальном доступе, так что сможете это найти. Но если захотите, конечно. Но опять же по кошельку смотрите, потянете или нет. Все, опять вы меня раскрутили на поболтать, давно вас не видел, всех вас был рад видеть. Все, хлопцы, давайте, удачи, до встречи и дай вам Бог здоровья. Пока-пока.